Всем привет, вы на канале Польза.нет, и это не Польза.нет Live. На Польза.нет Live уже обзор на данный телефон был расширенный на 25 минут. Сейчас вы видите все это максимально кратко, где-то за минут 15 вы узнаете об аппарате все. На него прилетела новая прошивка, он немного лучше стал снимать, он немного стал стабильнее работать в играх и немного лучше стала автономность. Ну и разумеется, стандартно вход, звук и картинку я пишу на этот аппарат сразу, чтобы вы примерно понимали, что он может. Стою у дороги, поэтому если какие-то шумы вы слышите, значит шумодав у микрофонов не справляется. Напоминаю, что микрофонов нет, к сожалению, в районе камер. В районе камер только вспышка. Обо всем подробно в ролике. 960 на YouTube. Всем привет. Еще раз, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme GT Master Edition. Полетели. Распаковка. Оформление у коробки по стандартным Realme линейки GT. Минималистичная, черная, плотная. На ней некоторое количество спеков и информации на английском языке. Очередной раз напоминаю, что у меня глобалка. В комплект входит смартфон, зарядка Dart Charge на 65 Вт, евро, кабель для зарядки USB Type-C, скрепка, защитная пленка ужасного качества, руководство пользователя и довольно неплохой чехол, не топорный. Душок клея присутствует, но не сильный. Поставляется данный смарт так же, как и Realme GT Master Explorer Edition. В двух вариантах тыльные части, и у каждого варианта разные цвета. Первый вариант — это эко-пластик в сером цвете, некоторые называют эко-кожа, а второй — стекло в белом и черном цветах. Летим дальше. Размеры составляют 158 на 73 мм, и в ширину с камерами он почти 10 мм. Без блока камер 9 мм. Такой вот пузач. А весит устройство немного, 183 грамма. У меня на руках аппарат, у которого тыльная часть выполнена из эко-пластика. Рамки тут глянцевые, алюминиевые. Дизайн лично мне зашел, смарт выглядит по мне хорошо и интересно. В руке без чехла держать достаточно удобно, не выскальзывает. Тыльная часть не особо маркая, но с поверхностью ее нужно быть аккуратнее, так как при неаккуратном использовании небрежный вид приобретет достаточно быстро. Кнопка питания и качели регулировки громкости люфта не имеют, во всяком случае заметного лично для меня, хотя по отзывам кому-то казалось, что они люфтят. На корпусе также расположен разъем для зарядки USB Type-C, разъем под мини-джек, 2 микрофона, 2 динамика, основной и разговорный. Звучание здесь, к сожалению, моно. Понятно громко, понятно чисто, но моно. За эти деньги не стерео, это печаль. И последнее, не прорезиненный слот под 2 нано-сим-карты. Карту памяти вставить возможностей сюда нет. Прямо как будто флагман, но это же не флагман. Ну ладно. Также нет ИК-порта, защита от влаги и пыли также не заявлена. Оснащен данный смартфон дисплеем на 6,43 дюйма Samsung Super AMOLED с разрешением 2400 на 1080 точек. Full HD+. Плотность пикселей 409 ppi вполне достаточно, выше уже не надо. 100% широкая цветовая гамма DCI P3, пиковая яркость 1000 нит, в отличие от Realme GT Master Explorer Edition, где пиковая яркость в 1100 нит, но помним, что это в режиме автояркость на солнце. На солнце напрягать глаза и вглядываться вам не приходится. Частота обновления экрана 120 Гц, тач здесь 360 Гц. DC-димминг вшит, но он не идеально работает. Это будет понятно сейчас по шиму. Шим на 100% при включенном DC-димминге, 4% на 45-49, а это ого-го, и на нуле 10, а минимальный 30%. Конечно, не критично, если глаза не сильно чувствительные. При отключенном DC-димминге шим будет безумный, поэтому не советую это делать вообще. Кому нужно про шим подробнее, смотрим стрим, я там измерял чаще все, чуть ли не каждые 20%. Always on Display в наличии. Далее, мультитач, естественно, есть, и берет он все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальцев и распознавания лица. Датчик отпечатка пальцев внедрен в экран и работает вообще не супер лично у меня. У многих вообще без нареканий, но здесь каждому свое. Притом в Explorer датчик почему-то работает в разы лучше, но там, правда, экран другой. Хотя распознавание лица срабатывает везде отлично. Также в экран внедрена фронтальная камера небольших размеров. При использовании девайса мне неудобства не создает. Подбородок внизу экрана приличный. Процессор с техпроцессом 6 нанометров, Qualcomm Snapdragon 778G с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 642L, и, несмотря на красивое название, он не супер. Интерфейс Realme UI 2.0 на основе Android 11. Оперативка здесь не быстрая, но и не медленная. LPDDR4X. Доступна на выбор либо 6, либо 8
8 гигабайт памяти. Внутренняя память быстрая, но не последняя, UFS 2.2. На выбор 128 или 256 гигабайт. Выдает средние значения во время тестов. Можно расширять программную оперативку до 5 гигабайт за счет внутренней памяти. Смысла в этом вижу мало, у меня телефон на 6 гигабайт вполне его хватает. Поддерживает Smart Wi-Fi 6 серии, 5G сети, которые нам не нужны. На данный момент пользователей нашего региона это не особо и волнует. Мобильную сеть ловит хорошо, 20 и 7 бенды есть, но в глобалке. В китайской версии 20 бенда нет. Звучание при звонках отличное, вибролинейное и приятное. Интенсивность можно настраивать. Напоминаю, что запись звонков здесь без предупреждения, что круто. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается и Google Pay встает без проблем. GPS-тест на холодную точность показывает 3 метра. Это в лучшем случае. В городских условиях будет метров 5 точность, если будет плотная застройка. Емкость аккумулятора 4300 мАч. В PC-марке выдал 7 часов 41 минуту и осталось еще 20%. Это довольно неплохой результат. По факту он отрабатывает 13 часов в режиме автояркости при проигрывании YouTube дома через Wi-Fi. Заряжается он с 0 до сотки от родной зарядки за 33 минуты. Это в среднем. Иногда за 32, иногда за 35. Поэтому берем такое число. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Это эпичный фейл, учитывая, что он не дешевый. Результаты тротлинг-теста не хорошие и не плохие. Минимально показал 240 гипсов, в среднем 302, максимально 341 гипс на 100 потоках при прожарке на 30 минут. Максимум при этом греется он до 48 градусов. В Geekbench в сингл-коре 390 и в мультикоре 2796. Причем в мультикоре обогнал Explorer. 3D Mark результаты скромные. Slingshot 6200, Slingshot Extreme 6900, Wildlife Stress Test 2400, Wildlife Extreme Stress Test 693, Wildlife Extreme 690. Вантуту выдал результат в 533 тысячи попугаев, что мало. 45-минутный стресс-тест прошел просто великолепно. Выше 40 градусов температура не поднималась. Тест на искусственный интеллект отказался проходить напрочь. Здесь, мне кажется, дело в процессоре. У меня есть еще телефон на этом процессоре, и он тоже отказывается его проходить. Сколько бы я раз не перезапускал, начинают они глючить и ничего не запускается. Максимум 60 FPS в играх. В игры играть комфортно и приятно. В танках при максимальных настройках выдает 46-60 FPS и нагревается до 43 градусов. PUBG на максимальной графике с высокой частотой кадров 38-41 FPS и температура 43 градуса. В Асфальте 9 при высоких настройках графики температура поднимается до 39 градусов и FPS 26-30. В Genshin Impact на высокой графике 60 FPS по тесту выдает 35-60 и нагревается до 47 градусов. Тротлинг есть, но в целом аппарат стабилен, играть приятно. В играх не понижает яркость, не лагает, нагревается по мне по минимуму. В тыльной части расположен блок камер, который состоит из 3 камер. Основная на 64 мегапикселя, ширик всего на 8 мегапикселей и макро на 2 мегапикселя, кому это нужно, с фокусным расстоянием в 4 сантиметра. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS для основной камеры. В наличии только цифровая стабилизация, фронтальная тут на 32 мегапикселя Sony Selfie камера и максимальное разрешение 1080p 30 FPS. И, к слову, не сказал бы, что основной сенсор суперски справляется вечером. К сожалению, по мне, со съемкой он не справился, хотя справляется лучше некоторых флагманов. Про камеры подробно рассказал на лайв-канале, плюс там много разных примеров. И также я сравнил Realme GT Master Edition и Realme GT Master Explorer Edition тоже на стриме отдельном. Короткие примеры съемки видео вы сейчас увидите. Рассеянный свет, свежая запись фронталки. Только что прилетело обновление на Realme Master Edition, обзор на который вы сейчас видите, сравнение которого опять же было уже на канале для стримов, так же как и его прожарка совместно с Master Explorer Edition. Фронталка, как вы замечаете, великолепно имеет такую себе стабилизацию, практически без стаба. Если, разумеется, встать и пытаться все это снимать даже одной рукой, все более чем неплохо, но мы же обычно снимаем в движении, правильно, и не всегда у нас рука крепка, к сожалению. Вот так вы сможете себя снимать, если захотите. Роллинг шаттера нет. 4К 30 FPS, та же локация, тоже Мурино, но уже день. Попытался остановиться, как вы просили, снимаю с 2 рук, увеличиваю X10. Вот такие X10. Мыло. Мыло даже на телефоне, разумеется, на экране монитора либо телевизора будет еще большее мыло. Как стаб работает с 2 рук, вы сейчас видите. Как стаб будет работать с одной руки, сейчас видите. Вот сейчас с 2, допустим. Окей, с 2 можно снимать, и никаких претензий к нему, скорее всего, ни у вас, ни у меня не будет. По поводу автофокуса в этих 4К 30 FPS днем, сейчас посмотрим.
у меня никаких проблем с этим нет. Напоминаю, что телефон уже глобальная версия. Напоминаю, что фактически это Realme Q3 Pro, который у меня тоже был на тестах, только чуть-чуть допиленный и оглобаленный. После обновления изменения в основной камере ни в стабилизации, которая здесь цифровая, ни в цветопередаче, ни в чем-то другом я не вижу. Не то чтобы качество поменялось, мне кажется, что чуть-чуть стабильный аппарат стал работать и чуть-чуть меньше кушать. А в целом, как камера работает, так и работала. Вот еще очередной пример автофокуса. 4К 30 FPS, это здесь максимум. Ну, неплохо. Realme Master Edition, еще раз напоминаю, что не Explorer, и это попытка протестировать его днем. Та же самая локация, тоже Мурино. Единственное, около часа дня. Опять же, вы просили на месте попытаться поснимать, вот я снимаю на месте. После этого меня интересует, как все будет в движении. Почему? Потому что в 99% случаев мы вытаскиваем девайс и пытаемся снимать либо влоги, либо какие-то движения, либо еще что-то, во-первых. Во-вторых, при любом раскладе, каким образом отрабатывает стабилизация, это чуть ли не основная характеристика камеры. Почему? Потому что все остальное довольно просто у них. Чего? Матрица, алгоритмы, процессор, все. Вот. К чему это все? К тому, что камера, по мне, фронтальная, отрабатывает днем. Как и все, очень похоже на Nord 2, очень похоже, в принципе, на Master Explorer Edition. Те же самые засветы. Минусы: нет инфракрасного порта, ночная съемка печаль, нет выделенного ЦАПа, мощный процессор, но при этом не самая быстрая внутренняя память, и расширить ее нельзя. Звучание только моно, и лично у меня не очень хорошо срабатывает отпечаток пальцев. Нет беспроводной зарядки и слабая оптимизация процессора на данный момент. И, разумеется, шим у экрана без DC-димминга может заставить чувствительные глаза страдать. Плюс, если вы посмотрите на цену, которую выставила Realme на этот аппарат в России, вы ужаснетесь. Я даже ее озвучивать не хочу. С другой стороны, цена по ссылке в описании к видео в районе $300 плюс-минус 30-40. Когда как, все зависит, будет распродажа или нет. Если что-то есть веселое по ценам, несмотря на то, что вы платите таможенный налог, все равно это намного дешевле. Плюс можно, конечно, попросить продавца занизить цену, но тогда, возможно, вы потеряете аппарат на таможне и просто у вас зависнут деньги надолго. Притом не каждый продавец на это пойдет, и, в принципе, лучше заплатить этот налог и жить спокойно. Так к чему это все? К тому, что в прикрепленном комментарии есть мой телеграм-канал со скидками, и там сейчас есть промокоды на AliExpress, которые работают на все товары. Применяйте их к товару, и все, и считайте, вы компенсировали свой таможенный налог. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, также по ссылке в описании к видео. И резюмирую опять же на этот девайс. Почему на этот? Потому что мне кажется интересно, когда ты пишешь вход на тот телефон, который тестируешь, и выход ролика тоже на тот же телефон. Слишком дорого. Настолько дорого, что не хочется цену называть, хотя я ее вам уже называл. Если что-то брать дорогое, лучше по мне все-таки докинуть и купить Master Explorer Edition. Это, можно сказать, уже даже флагман, это не субфлагман. Это делай раз. Делай два, что-то подобное вы обязательно увидите через дней 12 от Xiaomi. Притом телефон будет дешевле, телефон будет лучше, он будет на том же процессоре, он будет легче. И я не фанат xiaomi-ской оболочки, но по мне он работает даже очень ничего. Буду тестировать, скоро расскажу. По поводу Realme хотелось бы еще добавить, что видео он снимает довольно хорошо, именно Master Edition, исключая, как вы видите, ночную съемку. То есть, хотя я стою под фонарем, хотя не особо сильный ветер, все равно микрофоны, скорее всего, захлебываются. Микрофоны использую именно телефона. И в целом стабилизацию вы видите, хотя телефон держит оператор Игорь. Несмотря на это, все равно картинка у вас чуть-чуть трясется. Оптической стабилизации здесь нет, а цифровая даже на основной камере лично меня не поразила вообще никак. Пишем, что еще купить на обзор. Смотрим сравнение этого телефона с Master Explorer Edition на канале для стримов. Смотрим расширенный обзор на этот телефон и на телефон Master Explorer Edition на канале для стримов. Подписываемся с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!